Всем привет! Вы на видеоигровом канале General True, и сегодня мы разберемся, что такое новая XCOM Chimera Squad, какие эксперименты провела Firaxis Games над серией, и почему у большей половины фанатов знатно бомбануло. Также на канале проходят стримы по этой игре и многим другим. Загляните в описание, чтобы найти всю интересующую вас информацию. Ну а теперь поехали разбираться. Общая информация. XCOM Chimera Squad — это не полноценное продолжение серии XCOM, а всего лишь спин-офф. Она не похожа на то, что мы привыкли видеть, да и ощущается совсем не так. Яркие цвета, заставки в комиксной стилистике, да и существенно уменьшенный размах. Эта часть больше похожа на песочницу, в которой разработчики решили протестировать новые идеи. Как нетрудно догадаться, эти идеи понравились далеко не всем. Многие сразу же начали критиковать игру и пытаться выехать на хайпе вокруг громких заголовков. Но это никак не оттеняет тот факт, что XCOM Chimera Squad — полноценный, самостоятельный проект, который нужно воспринимать в отрыве от основной серии. Основные отличия. Атмосфера игры в первых двух частях ребута была мрачная и гнетущая. Сначала прилетают инопланетяне и начинают истреблять людей. Затем и вовсе захватывают человечество, устанавливают диктатуру и проводят эксперименты над жалкими людишками, а всех неугодных попросту истребляют. Проблемы всемирного масштаба, большой военный корабль, на котором надо заниматься менеджментом и строительством, миссии на огромных картах, которые могли затягиваться даже не на 1 час. Чем на это ответила Chimera Squad? Локальной историей маленького города 31, в котором мы отвечаем за элитный полицейский отряд под названием Химера. Прошло несколько лет с момента финала второй части XCOM, и люди с инопланетянами теперь живут вместе. Мало того, инопланетяне и гибриды стали полноценными гражданами. Но, как мы понимаем, всегда найдутся те, кому не нравятся новые порядки. Геймплей. Из обещанного серьезного сюжета мы получили только небольшие диалоги между агентами и трындеж по радио про какую-то еду или что-то подобное. Зато в плане геймплея поменялось достаточно много всего. Пройдемся по всем этапам. Валюты в игре стало целых 3. Разведданные, кредиты и элерий. За разведданные можно покупать предметы на аналоге черного рынка и набирать полевые отряды, которые раз в неделю будут приносить разные бонусы. За кредиты можно покупать все изученные гаджеты и броню с оружием. А вот элирий служит только для изучения новых технологий. Вместо большого военного корабля — небольшой стол с картой города, который поделен на несколько частей. Одновременно доступно несколько заданий. Если взяться за основную миссию, но проигнорировать важные побочные задания, сразу же поднимется паника. Как только отметка приблизится к цифре 5, уровень анархии в городе повышается. Если анархия дойдет до максимума, то вы проиграли. Чтобы снизить уровень паники, нужно выполнять задания с наградой снижения паники, или же пользоваться навыками полевых отрядов. Также один из этих навыков позволяет снизить уровень анархии. Нет больше сканирования, пропуска времени и прочего. Каждая миссия длится ровно 1 день. Все исследования, специальные операции и подготовка также исчисляются в днях. Вместо случайно генерируемых бойцов у нас теперь 11 уникальных солдат, каждый из которых обладает своими уникальными способностями. Кто-то силен на всех этапах, кого-то нужно долго раскачивать для того, чтобы он стал имбой. У каждого бойца есть свой характер, свои манеры, и каждый не стесняется высказывать свое мнение о товарищах и противниках. В каждую миссию теперь можно взять только 4 бойца, из-за чего выбор из имеющихся кадров будет той еще задачкой. Локации стали гораздо меньше в размерах, и теперь не нужно искать врага на большой карте. За счет этого средняя скорость прохождения миссий уменьшилась до 15 минут, а самые сложные миссии проходятся за полчаса. Исследования стали тоже скуднее, как и количество доступного оружия и брони. Нет тех огромных экзоскелетов с ракетницей и прочего. Ну и раз такая пьянка, решили и крафта казуалить. Создал себе одну гранату, одел на бойца и даже не паришься о том, что у нее 1 заряд. Если потратить, то придется крафтить новую. Модификаций оружия стало меньше, и падают они сверхредко. Хочешь что-то уникальное и сильное?
Надейся, что тебе повезет и попадется хорошая миссия. Или же на черный рынок что-то подвезут. Начинаем мы игру с того, что кто-то убивает мэра, и полиция подозревает 3 преступные организации. Нам нужно выбрать одну из них и начать под нее копать. Уже после победы над первой нам заспойлерят, кто виноват в убийстве мэра. Расследовать одновременно мы можем только одну организацию. В зависимости от сделанного выбора будут меняться и противники. Теперь разберем сам бой. Он состоит из 2 этапов. Штурм и пошаговое сражение. Каждая миссия может содержать несколько схваток. Сразу после завершения одной автоматически начинается вторая. Одна из главных фишек нового XCOM – это штурм. В начале миссии выбираешь, куда расставить своих бойцов и какие способности или гаджеты будут использованы еще до начала боя. Каждый из входов имеет свои бафы и дебафы. Какие-то доступны только при наличии ключа карты, какие-то при наличии подрывного снаряда, а какие-то и вовсе требуют особой подкладки, которая позволяет лазить по вентиляции. После этого начинается первая перестрелка, которая позволяет быстро проредить ряды врагов. Но и враги не лыком шиты, а агрессивные обязательно будут стрелять в ответ, пока вы еще не заняли укрытие. Сам же пошаговый бой претерпел не очень много изменений. Те же укрытия, те же шансы промахнуться впритык. Но зато теперь нельзя переключаться между бойцами, и у каждого союзника и противника свое порядковое место, обозначенное в шкале справа сверху. На основе этого появилась новая механика смены очередности хода. Умереть теперь крайне сложно, и это ведет сразу же к провалу миссии. Если бойца ранили на все хп, то он начинает истекать кровью, и его нужно стабилизировать, чтобы не завалить миссию. После такого боец приобретает шрам со случайным дебафом. Может выпасть что-то неприятное, что придется залечивать сразу же, а может выпасть что-то несущественное. Также есть возможность заменить бойца андроидом. Выводы. Несмотря на все вышеописанные недостатки и попытки сделать игру проще, играть очень приятно. Да, игра зайдет не всем. Да, она больше ориентирована на новых игроков, которые не знакомы с серией XCOM. Да, у нее в названии нет цифры 3. Ну и что? Это все не отменяет того факта, что игра получилась со своей собственной душой и уникальной атмосферой. Играть или нет, решать, конечно, вам. Ну а если сомневаетесь, то на моем канале есть целый плейлист с прохождениями этой игры. Загляните в описании за ссылкой. Ну и на этом у меня все. Если понравилось видео, то с вас лайк, подписка и комментарий. Всем спасибо, всем удачи и всем пока!